Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня у нас с вами вот такой вот мотив. Называется это мотив роза. На мой взгляд, он очень и очень даже интересен. Вы сейчас видите свадебное платье, связано с таких мотивов. Правда, еще есть дополнительно один мотивчик, я разберу его в следующем видео. Этот мотив, конечно, нить для этого мотива, я думаю, вернее, для свадебного платья будет не очень хороша. Но если мы будем говорить, допустим, о скатерти с такого мотива роза, может быть, какая-то кофточка, то, как вы видите, мотив достойный. Я хочу сразу сказать, что я пишу видео уже после того, как я его связала, и в конце я не озвучила тот момент о том, что мы соединяемся с вами вот в этих мотивах, вот в этих точках, когда мы вяжем пико окончательное, да, идет именно соединение. Дополнительно показывать нет смысла, потому что я во многих видео показываю, как это происходит, поэтому я думаю, кто захочет, сможет разобраться. Мотив как бы не очень сложный, но очень интересный. Поэтому сейчас, кому понравилось, пожалуйста, присоединяйтесь, и мы с вами его разберем. Начинаем мы с вами вязать с 8 воздушных петель и замыкаем их в кольцо. Далее это колечко мы с вами обвяжем столбиками без накида, и у нас их будет 16. То есть я сделаю одну воздушную петлю подъема, и столбиками без накида мы обвяжем с вами колечко. 16 столбиков у нас есть, последний, и мы замыкаем в кольцо. Далее мы с вами в каждый столбик будем вязать по 2 столбика без накида. То есть мы с 16 столбиков сделаем 32 столбика. Итак, мы с вами связали 32 столбика без накида и соединительная петля. 3 воздушных петли, накид. В рядом стоящую петельку мы с вами вяжем столбик с одним накидом. 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. На колечке мы отсчитываем 1, 2, в третью петлю мы с вами вяжем столбик с одним накидом и в рядом стоящую петлю еще один столбик. Опять 7 петель и так по кругу. Итак, у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 спаренных столбиков, 7 петель, и мы соединяемся соединительной петлей. Далее я вяжу 3 петли, 1, 2, 3, накид, и в эту же точку я вяжу еще один столбик, 1 и 2. Под арку я вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. А сюда мы с вами вяжем 3. То есть вот 1, 2 и 3. А в арку опять 7. И так мы обвязываем весь круг. Итак, мы с вами закончили вязать. Теперь последняя петля у нас идет соединительная. Вот что у нас с вами получается. Теперь я делаю одну петлю подъема и вяжу 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4 петли, 1, 2, 3, 4, накид. Вот у нас с вами арочка. Мы с вами помним, что у нас здесь 7 петель. Мы считаем 1, 2, 3. 1, 2, 3. В четвертую мы вяжем столбик с одним накидом. 3 петли, 1, 2, 3, накид, через 1 мы вяжем еще один столбик. 1, 2, 3, 4. И мы в первый, то есть мы отступаем с вами 1, 2, 3, 4. Вот в четвертый столбик мы опять с вами вяжем 10 столбиков без накида. Тут мы с вами повторяем. Итак, мы с вами обошли круг. У нас с вами получается вот 1, 2, 3, вот последняя, четвертая арка. Последние 4 петли, и я соединяюсь вот с первым столбиком. Теперь мы с вами, вот здесь у нас с вами 10 столбиков, и мы должны с вами опять-таки 10 столбиков этих и провязать. 1. Здесь мы с вами ничего не будем уменьшать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 4 петли. Даже не 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Вот у нас с вами есть арка. Мы делаем накид и вяжем в эту арку 3 столбика с одним накидом. 3 воздушных петли и еще 3 столбика в эту же арку. 1, 2, 3, 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь мы с вами вяжем 10 столбиков без накида. Так, мы с вами обошли весь наш ряд. Последний угол, последние 5 петель, и мы с вами соединяемся соединительной петлей. Теперь у нас с вами здесь было 2 ряда по 10. Теперь мы будем вязать. Я сделаю одну воздушную петлю. И у нас здесь должно быть с вами 8 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Вот у нас с вами 3 столбика. Мы столбик в столбик вяжем столбики с одним накидом. 1, 2 и 3. Есть. Теперь у нас идет вот арочка из 3 петель. Мы в эту арочку добавляем еще 2 столбика. 1 и 2. Одна сторона готова. 3 петли. Накид. И опять 2 столбика с другой стороны. И эти 3 столбика мы тоже провязываем столбик в столбик. 1, 2 и 3. 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И мы с вами здесь вяжем 8 столбиков без накида, как вот с этой стороны, так по кругу. Итак, мы с вами завершаем очередной ряд. Вот наши 6 петель, и мы соединяемся соединительным столбиком. Есть. Теперь у нас с вами здесь было 8, теперь у нас должно быть с вами здесь 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот 7 столбиков. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Здесь у нас с вами, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. И 2 добавим в арку. 1, 2, 3, 4, 5. Есть. Еще 2 столбика. 1 и 2. 3 воздушных петли. Накид. С этой стороны мы тоже вяжем с вами 2 столбика. 1 и 2. И 5 столбиков. Видите, какой у нас с вами получается угол с каждой стороны. У нас с вами по 7 столбиков. 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опускаемся на вот наши столбики. Интересный ряд. В нем везде все по 7. Да? 7 здесь, 7 воздушных петель и 7 столбиков. И так по кругу. Итак, я закрыла ряд и соединительной петлей закрыла. Теперь у нас здесь было 7. Сейчас мы с вами должны связать 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Было у нас здесь 7 петель. Мы вяжем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь у нас было 7 столбиков. Мы их провязываем, а в арку добавляем еще 2. Угол мы с вами связали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 петли и 9 столбиков вниз. 8 петель. То есть у нас все повторяется. Закрепляемся с вами столбиком без накида и 5 петель, то есть все повторяем. Итак, очередной ряд мы с вами закончили. Как вы видите, у нас все с вами повторяется. В данном случае у нас было 5, мы сейчас с вами сделаем 3 столбика без накида. 1, 2, 3, 9 воздушных петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, накид. И опять-таки мы с вами обвязываем столбик в столбик. Здесь добавляем 2 столбика, 3 петли и опускаемся дальше. То есть полностью повторяется, только немножко изменено количество петель. Итак, вот видите, мы с вами 3 петли. Вот наши 3 петли, 9. Наши столбики 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3 петли, 11 вниз, 9 петель и 3 столбика. И так, как я уже говорила, вяжем по кругу. Итак, мы с вами завершили очередной ряд. Теперь у нас предпоследний ряд. Вот у нас соединительная петля, и мы столбик без накида проходим и провязываем. То есть у нас остался из 3, мы сделали 1. 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. В первый столбик я вяжу столбик с одним накидом. 3 воздушных петли. Накид. Через 2 столбика, 1, 2, в третий я вяжу столбик с одним накидом. 3 петли, 1, 2, 3, накид. 1, 2, в третий столбик. 1, 2, 3, накид. 1, 2, в третий. Далее у нас 1, 2, 3, накид. И в арочку мы с вами вяжем 1 столбик, 3 петли в эту же арку, 2 столбик, 3 петли и 3 столбик, 3 петли. Здесь у нас, как вы помните, было через 1 петлю, да, значит мы здесь 1 пропускаем и вот столбик через 1 столбик с одним накидом. Есть. А дальше у нас 3 петли, накид 1, 2, в третий. 3 петли, накид
1, 2 в третий, 3 петли, накид, 1, 2 в третий. То есть как бы идет полностью повторение этой стороны. Так, 1, 2, 3, накид и последний столбик. Далее у нас 9 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И здесь у нас с вами было 3, мы вяжем с вами 1 столбик без накида. И дальше у нас все с вами повторяется, полностью обвязка. Так, вот что у нас с вами получается, какая красота. У нас остался с вами последний ряд. Он простой, то есть мы помним, что у нас здесь было 9 воздушных петель. Мы начинаем их просто обвязывать столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Далее мы с вами переходим в арку. В арке мы с вами вяжем 1, 2, 3 воздушных петли. И в эту же арку еще 2 столбика. 1, 2. Следующая арка. 1, 2, 3 воздушных петли и еще 2 столбика. То есть дальше у нас уже все очень просто и легко. 1, 2, 3 и опять столбики. А здесь мы тоже с вами в каждой арочке сделаем по 3 столбика с, как бы, получается у нас как пико. Вот, как видите, по большому счету, даже без вот этой обвязки наш квадрат смотрится просто изумительно. Называется мотив роза. Он хорош как и для платья, которое мы с вами видели. Я думаю, он будет хороший для любых других изделий. Скатерть будет очень красиво, салфетка. Вот, пожалуй, все, что я сегодня хотела вам показать и рассказать. На этом моменте хочу с вами попрощаться, пожелать вам творческих успехов и до скорых встреч.